Весна 2023 года стала по-настоящему черной для российской индустрии моды. Друг за другом ушли из жизни два великих дизайнера. 30 апреля не стало Вячеслава Зайцева, а 2 мая – Валентина Юдашкина. С 2016 года Валентин Юдашкин боролся с онкологическим заболеванием. Медики обнаружили у него рак почки. Болезнь стремительно развивалась. Уже спустя год метастазы поразили мозг, а потом и другие органы. Однако, как признавался сам модельер, врачи заметили это не сразу. Сначала они списывали ухудшение самочувствия и плохие результаты анализов на возраст Юдашкина. И только спустя время поняли, в чем же дело. Под присмотром лучших специалистов Юдашкин тут же начал лечение. Помочь дизайнеру смогли только российские врачи. В клиниках за границей дизайнеру просто отказывали. В конце февраля 2023 года Галина Юдашкина дала интервью и призналась: не так давно в их семье вновь появились поводы для радости. Все пошло на улучшение, врачи дают позитивные прогнозы. Мы боремся и никогда не останавливаемся. Эта болезнь никак нам не помешала, она только укрепила нашу семью, рассказывала дочь кутюрье. Все это время модельеру помогала семья, супруга Марина, их единственная дочь Галина и ее муж Петр Максаков. Казалось, что Валентин Абрамович в последнее время действительно стал чувствовать себя гораздо лучше. Летом 2022 года он посетил показ своей новой коллекции, затем стал регулярно ходить на дни рождения друзей, а недавно вместе с супругой съездил в Израиль. Там он проводил время с мамой, Раисой Петровной. Как оказалось, этот визит в Израиль стал для дизайнера прощальным. Утром 2 мая от его близких пришли трагичные новости. Валентин Абрамович скончался. Ему было всего 59 лет. Сейчас поклонники дизайнера надеются, что родные поделят наследство мирно и без скандалов, поскольку в такие тяжелые времена людям нужно держаться вместе, а не вступать в конфликты. 78-летняя мама модельера Раиса Петровна давно живет в Израиле, где заботливый сын купил ей дом. Супруга Марина Юдашкина прожила с ним в браке 35 лет дружно. Знакомые называли их идеальной парой. Их единственная дочь Галина с мужем Петром Максаковым воспитывают 3 детей. Свое главное детище, модный дом Валентин Юдашкин, дизайнер уже давно передал под управление единственной дочери Галины. Она признавалась, что в прошлом не хотела связывать жизнь с этой сферой, но после того, как узнала о болезни отца, поняла, что у нее нет другого выхода. Последние 11 лет Галина официально креативный директор дома моды. А на самом деле дочь Юдашкина в те периоды, когда модельер проходил лечение, операции, реабилитации, самостоятельно управляла брендом, руководила производством, бизнесом, контролировала творческий процесс, закупки тканей. И все же она не могла самостоятельно принять серьезные решения без отца. Галина всегда советовалась с отцом. Теперь Галине придется все решать самой, и, наверное, работать частично на удаленке не получится, ведь Юдашкина жила в Дубае, где у ее мужа бизнес. У модного дома Валентин Юдашкин есть 3 магазина в столице. Один из них и сам дом моды расположен в старинном особняке в историческом центре столицы, в Вознесенском переулке. Еще в нулевые модельер отреставрировал особняк, вложив более 100 миллионов рублей, за что получил льготную аренду. Вот что сам маэстро рассказывал об этом в 2010 году, в момент открытия фирменного бутика. «Я живу недалеко от этого дома и видел, как с каждым годом здание умирало, дом рушился, менялись хозяева. И тогда я обратился к правительству Москвы и лично к мэру с предложением о реставрации этого дома. Мной был подписан контракт о долгосрочной аренде на 49 лет. Поэтому мы с таким трепетом отнеслись к строительным работам, понимая, что мы здесь надолго. Дом был реконструирован, ему вернули прежний исторический вид. По словам Галины, помещения всех 3 бутиков выкуплены. Скорее всего, модельер смог осуществить давнюю мечту и выкупил старинный особняк. Как выкуплен и сам бренд Валентин Юдашкин. Девушка не уточнила, у кого был выкуплен бренд, ставший культурным достоянием современной России, указав лишь, что бренд всецело принадлежит семье. Доходность бизнеса неизвестна. Галина сообщила, что просчитать выручку ежемесячно невозможно. Месяц отличный, месяц чуть похуже. Причина в том, что одежда дорогая, потому продажи нельзя прогнозировать, как у масс-маркета. Тенденция последнего года – многие обеспеченные клиенты дома моды стали шить на заказ. Галина обещает следовать целевой аудитории бренда. Мы не будем делать одежду для 20-летних. Юдашкина давно в модном бизнесе, получила профильное образование.
Поэтому дом моды окажется в ее уже опытных руках. Только больше не будет коллекций, которые придумал сам маэстро. Остались дизайнеры и модельеры, его ученики. Несколько лет назад Галина Юдашкина получила еще один роскошный подарок от папы. Он переписал на нее квартиру площадью 150 квадратных метров в Брюсовом переулке Москвы. Недвижимость, расположенная в центре столицы, оценивается примерно в 120 миллионов рублей. Сам модельер при жизни предпочитал обитать не в центре города, а в загородном поместье в Баковке. Это престижный Одинцовский район Подмосковья. В конце 90-х Юдашкин купил здесь 40 соток, потом построил огромный загородный дом, который оценивается в более чем 220 миллионов рублей. Чуть позже Валентин Абрамович арендовал прилегающий к своему участку 1,5 гектара земли лесопарка и поставил забор. Загородная резиденция Кутюрье построена в классическом стиле. Колонны, античные статуи, хрустальные люстры, камины с золотыми канделябрами, мрамор, коллекция антиквариата и живописи. Те, кто попадал в гости к семье, рассказывали о потрясающем парке, экзотических растениях. Ландшафтным дизайном подмосковного дома занималась супруга Марина. Скорее всего, вдова останется жить здесь. У Валентины Юдашкина была недвижимость не только в России, но и за границей. В марте 2022 года модельер выставил на продажу пентхаус площадью 230 квадратных метров в элитном районе Верхний Ист-Сайд в центре Нью-Йорка. Это элитные апартаменты с прекрасным ремонтом и дорогой мебелью. Есть 2 спальни, гостиная, кухня и столовая. Из окон открывается вид на Центральный парк. Юдашкин купил американское жилье в 2008 году за $6 миллионов. Попытка избавиться от пентхауса уже была в 2021 году. Жилье продавали за $8 миллионов, но не продали. Удалось ли избавиться от американской недвижимости за минувший год, или это еще предстоит сделать наследником Валентина Юдашкина, неизвестно. Судя по всему, это единственная зарубежная недвижимость прославленного российского модельера. Юдашкин предпочитал жить и работать на родине. За те 35 лет, что существует модный дом Валентина Юдашкина, его владельцу не раз предлагали работу и сотрудничество за рубежом. Но он предпочитал оставаться в России, где черпал вдохновение. Он многие годы принимал участие в неделе высокой моды в Париже. Дефиле Юдашкина должно было пройти в Париже и в прошлом году, пусть и в виртуальном формате. Однако именно его показ отменили. И причина была простой. Юдашкин отказался говорить плохо о России, осуждать свою страну. Причем в Париже прекрасно знали, что Валентин не первый год борется с раком, но не опускает рук, продолжает творить. К чести самого Юдашкина, он не стал заострять на этом внимание. Оказался выше мелочных парижских склок. Валентин Юдашкин – модельер с мировым именем, безупречным вкусом и чувством стиля. Он создавал не просто одежду, настоящие произведения искусства. Показы Юдашкина всегда становились грандиозным событием в мире моды.